Аллопеция – это художественная прорисовка волосков. Создать визуальный обман. Надя дала зеркало, я немножко расплакалась. Все волоски встречаются в одной точке. Круговорот волосков на лице. Вы стараетесь волосок сразу поднять вот сюда наверх. Чего делать нельзя. Как будто клиент удивляется, но века по-прежнему закрыто. Когда клиент поднимает брови, волоски все должны идти за ним. Не бывает таких волосков, которые мы делаем каждому клиенту. Аллопеция пришла в мою жизнь где-то 3 года назад. Все это случилось после коронавируса. И все это усугубилось еще после того, как я сделала прививку от коронавируса, да, в дальнейшем. На самом деле это достаточно неприятно и страшно, когда вот так вот ты проводишь по волосам, и в руках остаются прямо клочки. И ты просыпаешься, волосы у тебя на подушке, ты вот так вот их опять собираешь для того, чтобы выкинуть. И смотришь за тем, как с каждым днем волос становится все меньше и меньше, и ты не знаешь, что с этим можно делать. Сначала я обстригла сама себе каре у зеркала, потом это пошла уже в ход машинка, которая сбривала их под ноль. Параллельно с этим было очень много попыток эту ситуацию как-то изменить, как-то это откатить обратно. То есть я обошла порядка, наверное, 5-6, может быть, даже уже больше врачей, у которых спрашивала, как можно это побороть, что можно сделать в данной ситуации. Мы пробовали проходить витаминные курсы, да, то есть все начиналось стандартно витаминов. Сдали анализы, возможно, какие-то есть пробелы по витаминам, например, цинк, магний, витамины группы В. Ты идешь, покупаешь в аптеку, пытаешься это выпить, соответственно, и надеешься, что волосы вырастут обратно. Волосы не росли. Мы начали ставить уколы в кожу головы, проходить курсы на протяжении где-то полугода, наверное. Сначала, опять-таки, это были какие-то витаминные коктейли, потом добавились гормоны. К сожалению, волосы не росли, они продолжали выпадать. И третья часть этого лечения, на которую пришлось решиться, это прием гормональных таблеток. Мы пили эти гормоны, и, о чудо, волосы росли. Росли еще, конечно, щеки, но, что более важно, росли волосы. И это давало надежду, что наконец-то вот эта исцеляющая таблетка, наконец-то решение найдено. Но как только курс заканчивался, 3 месяца подходили к концу, мы прекращали прием гормональных препаратов, и волосы начинали выпадать снова. Так было пройдено 3 курса, но, к сожалению, ничего не получалось. И по окончании 3-го курса я приняла для себя решение, что все, хватит, потому что это в первую очередь морально тяжело. Видеть, как у тебя отрастают волосы, как появляется какой-то пушок на голове, надеяться, что наконец-то все это закончено, и ты можешь полноценно жить, как и раньше, но нет. Волосы снова выпадают, и все начинается заново. Поэтому по окончанию 3-го курса приема гормонов я решила, что хватит, нужно жить дальше так, как есть. Тем более были огромные щеки, которые не добавляли какой-то уверенности в себе. Я думала, что на этом все закончено, но нет. После этого начали выпадать брови и ресницы, что было совсем внезапно, и этого никак нельзя было ожидать. Они выпадали медленнее, чем волосы. Когда оставалось порядка 2 или 3 волосков там с каждой стороны этих ресничек, я их пыталась как-то подкрасить тушью, лелея надежды, что все-таки, может быть, они отрастут обратно, но они не отрастали. Потом осталась 1 волосинка, потом не осталось ни одной. Я пыталась рисовать брови карандашом, тенями, маркерами, но из-за того, что лицо выглядит как чистый лист, это давалось достаточно сложно. Ты не понимаешь, где должны находиться брови. В один день они у тебя выше, в другой день они ниже. Они странные по форме, они абсолютно несимметричны. Без бровей лицо выглядит
просто пустым. То есть ты просыпаешься, ты как инопланетянин. Даже если я находилась дома, даже если я никуда не выходила, не встречалась ни с какими людьми, я все равно хотела утром проснуться и нарисовать эти брови, чтобы просто придать лицу какую-то форму. Потом я задумалась о том, что можно сделать татуаж. Я подумала, что это было бы здорово, наверное, не рисовать их каждое утро, немножко облегчить себе этим жизнь. Я зашла в Инстаграм, начала смотреть мастеров, кто занимается татуажем бровей, кто делает татуаж бровей. Начала искать по хэштегам. И большинство работ, которые я находила, они выглядели как такие черные полоски. И это было не то, что я бы хотела видеть на своем лице каждый день. Я начала уже вводить хэштег «аллопеция», чтобы посмотреть, возможно, кто-то из людей с такой же особенностью, как у меня, проходил через это. Может быть, они советовали каких-то мастеров. И в тот момент я нашла аккаунт Нади, и увидела ее работу. Там как раз была работа с человеком, у которого была аллопеция, и было показано до и после. Я для себя отметила, что брови выглядят очень натурально. То есть это вот не те как раз черные полоски, которые я видела до этого, это что-то такое достаточно органичное, то, что ты готов видеть на своем лице каждый день. То есть ты даже, может быть, не будешь замечать сам, да, что это не совсем натуральные волоски. Особенностью этого, конечно, были как раз волоски, то есть это волосковая техника, мне она очень понравилась. Я, наверное, еще месяца 2 или 3 я смотрела за аккаунтом Нади. В какой-то день просто решилась и написала. Это было тяжело решиться написать. Непонятно, как это будет выглядеть конкретно на тебе. Ты видишь примеры людей в Инстаграме, ты видишь то, как это выглядит у них на лице, но ты не знаешь, как это впишется в твое лицо. Надя нарисует такие же брови, или это будет что-то другое, что если мне не понравится, что если мне сделают перманентный макияж, а я буду не удовлетворена результатом. Поэтому я написала Наде, и Надя сделала эскизы. То есть я скинула ей свою фотографию без бровей. После этого Надя нарисовала эскиз, где было видно, как будут выглядеть волоски, как они будут лежать, и чтобы у меня появилось какое-то представление о конечном результате. Мне понравилось это, в целом даже, наверное, этот подход, и я пришла уже на процедуру. Кстати, после того, как я отправила Наде фотографии своего лица без бровей, Надя еще попросила прислать ей фотографии времен, когда брови были на лице, и на основании этих фотографий она уже составила эскиз, как будут выглядеть мои новые брови после нашей с ней процедуры. Это было очень здорово, потому что результат, который нарисовала Надя, он был приближен к тому, к чему я привыкла, да, на протяжении всей своей жизни, то, что я видела каждый день в зеркале. После того, как я пришла на процедуру к Наде, мы с ней познакомились уже лично, мы с ней немножко пообщались. Мне очень понравился ее подход, что она перед началом процедуры пытается найти общую волну с клиентом и что пытается понять, какой результат он хочет увидеть по окончании этой процедуры. После того, как я легла на кушетку, и Надя уже сделала мне эскиз бровей карандашом, она снова дала зеркало. Я вглядывалась в то, что нарисовано карандашом у меня на лице, и пыталась понять, нравится мне это, не нравится. Если мне это не нравится, то что бы я хотела подправить, да, какую-то форму, какой-то изгиб. После этого Надя уже прорисовала это все с помощью машинки. По ощущениям было не больно, терпимо, это было не больнее, чем какая-нибудь там эпиляция или еще что-то. После того, как процедура была закончена, Надя дала зеркало, я немножко расплакалась, потому что результат был, правда, прекрасен, это то, что я хотела, и то, чего мне так не хватало на моем лице. Поэтому я очень обрадовалась и была безумно благодарна Наде за эту работу, которую она проделала. Надя дала все напутствия, как нужно заживлять эти брови, что нужно делать утром, что нужно делать вечером, что нельзя делать, что нужно в целом предпринять для того, чтобы результат был максимально естественным и хорошо зажил. Я следовала всем этим инструкциям, и все достаточно быстро зажило, сошли все корочки, и
Мне очень понравился результат. Через пару месяцев мы снова списались с Надей, я записалась на коррекцию, было уже намного проще, потому что в первую очередь было уже доверие к мастеру, и не было такого опасения за будущий результат. После первой процедуры прошел примерно год. Сейчас моя жизнь стала намного проще. В первую очередь сейчас мне не нужно краситься дома, потому что на моем лице есть брови. Это чудесно, это прекрасно. Я могу просто проснуться, заниматься своими делами, и они выглядят достаточно натурально. Мне не нужно каких-то дополнительных усилий предпринимать для того, чтобы их скорректировать. Если я выхожу из дома, иду на какие-то встречи, если я иду на какую-то тренировку, то я немножко подкрашиваю эти брови маркером. Это делать просто, потому что мне нужно всего лишь добавить насыщенности цвету, и все. Сейчас я пришла на вторую процедуру коррекции, и хочется добавить немножко цвета бровям, немножко насыщенности. Люди, которые сталкиваются с проблемой аллопеции, им в целом сложно решиться не то, что на такую процедуру, чтобы прийти и сделать перманентный макияж бровей. Им тяжело в первую очередь принять себя в новом виде. Им тяжело просто выйти из дома, а не то, что дойти до какой-то процедуры и встретиться с другими людьми. Поэтому если человек находит в себе силы принять себя и двигаться дальше, исходя из тех данных, которые он имеет, он может выйти из дома, прийти на процедуру и довериться мастеру, потому что мастер желает ему только добра, мастер хочет ему помочь. Люди, которые приходят на процедуры, которые находят в себе силы и желание изменить и сделать свою жизнь проще, они у меня вызывают восхищение. Я бы хотела выразить огромные слова благодарности Маше за то, что она доверилась, за то, что она пришла к нам на съемки. Я бы хотела сказать огромное спасибо от себя за доверие мне как специалисту. Спасибо тебе за выбор меня. Спасибо тебе за то, что ты рассказала все свои эмоции, поделилась с людьми, потому что это действительно очень важно. Ну а сейчас мы приступаем к нашей процедуре коррекции, и вы увидите результат. Здравствуйте, мои дорогие! Мы на канале Hanafi Color Pigments. Я Надежда Парамонова, и наша тема сегодняшнего эфира – аллопеция. Сегодня мы выполняем обновление нашей аллопеции. Прошел практически год, и вы сейчас будете наблюдать, как выглядят волоски спустя время. Очень часто многие мастера задаются вопросом, как же заживают волоски и как это выглядит на аллопеция. Сейчас мы с вами видим зажившие волоски. Данным волоскам практически год. Была выполнена первичная процедура, была выполнена процедура коррекции. И сейчас Маша пришла на обновление бровей. Прослеживается рисунок. Волосочки все тоненькие. Основание брови у нас легкое. Что мы сейчас наблюдаем? Аллопеция — это художественная прорисовка волосков. Каждый волосочек у нас он тоненький. Основание достаточно легкое. Это дает легкость взгляду. Это дает более мягкому открытому веку, и рисунок всегда должен быть объемный. Очень важно, чтобы соблюдалась конструкция и плетение волосков. Центр брови у нас более затемненный, да, и немножечко он темнее к хвостику. Очень важный момент в аллопеции — создать визуальный объем, создать визуальный обман некий такой, чтобы, глядя на человека, была видимость пушистых бровей. Но, подходя ближе, будет видно, что это рисунок, и рисунок этот выполнен в коже. И я думаю, что мы с этой задачей справились. Визуально у нас присутствует объем, визуально у нас легкие глазки. Что важно соблюдать при аллопеции? Очень важно соблюдать направление каркаса рисунка, то есть направление волосков. Когда клиент открывает глаза, очень важно, чтобы вот эта часть, вот эта, открывала веко. Так как у нас уже прошел практически год, да, у нас некоторые волоски подвышли, вышло очень хорошо основание, то есть в целом оно так и делается, то есть середина заполняется более насыщенно, а начало брови оно более легкое. Так это все и выходит постепенно. Что необходимо сделать на коррекции? На коррекции мы сейчас будем дотягивать, то есть я буду ей удлинять немножко основу каркаса бровей и добавлять на хвостик
на вот эту вот область я буду добавлять ей такие пушковые волоски, которые будут имитировать зачес. При отрисовке эскиза очень важно соблюдать направление и наклон волоска. Это очень важно. Все волоски должны быть выдержаны и идти из одной точки в другую точку. Каждый наш волосок имеет одно направление. То есть все волоски встречаются в одной точке. То есть они все исходят из одной точки и встречаются в другой точке. То есть есть пункт А и пункт Б, в который они должны все прийти. То есть если мы будем каждый волосок продлевать, условно у нас получится круговорот волосков на лице. Мы проставляем одну точку и от данной точки задаем направление волосков. То есть сейчас видно, как наши зажившие волоски будут совпадать с данным направлением. Раз, два. Очень важна веерность. Волоски не могут идти сразу в разные стороны. То есть каждый волосок впадает в друг друга. То есть каждый волосок плавно раскрывается. Это очень важно. Не может один волосок идти более с наклоном, а другой волосок идти резко наверх или резко падать. То есть сразу будет такая дисгармония. То есть каждый волосок вплетается в друг друга. Каждый волосочек очень плавный. Волосок не может быть прямой, да? Он не может быть сильно загнут. То есть в природе он плавный, как колосок. То есть с небольшим изгибом. В волосковой технике важна гармоничность. Каждый волосок он должен подчеркивать все достоинства в лице. То есть у нас у каждого человека есть асимметрия. Асимметрия — это нормально, это смещение одной части лица к другой части лица. И на этом не нужно заострять свое внимание. Но очень важно, чтобы ваши волоски совпадали с учетом мимики клиента, с учетом асимметрии, с учетом его взгляда. И когда вы отрисовываете волоски, очень важно обращать внимание на мимику клиента. То есть не бывает таких волосков, которые мы делаем каждому клиенту. У каждого клиента своя выкладка, своя индивидуальность, своя пропорция. И это все нужно обязательно учитывать. На видео мы видим сейчас, как из одной точки идет направление, разветвление веерное. То есть каждый волосок плавно впадает в друг друга с учетом вот этого направления. То есть если я протяну сейчас в самый хвостик линию, он также совпадет у нас. Всегда нужно рисовать, вообще всегда. Если у вас не получается при отрисовке, обязательно высаживайте клиента. Любой эскиз, когда вы рисуете, вы всегда, если вам удобно рисовать, допустим, его лежа, я всегда рекомендую, вы сидя поставили меточки, да, прорисовали архитектуру, каркасную линию бровей, выставили основную точку, от которой у вас идет направление, и дальше уже лежа прорисовываете эскиз. Ошибка очень многих мастеров. Вы стараетесь волосок сразу поднять вот сюда наверх, чего делать нельзя. Это зона, отвечающая за низ и за зачес бровей. И в итоге у вас получается просто такой некий забор, да, который не имеет плавного подъема, а этот подъем резко начинается и резко падает. Вот отсюда очень тяжело будет потом выйти в плавность. В этой зоне нельзя никогда поднимать наверх волоски. Это ошибка. Отследите на своих работах, попробуйте нарисовать в другую сторону. То есть хвостик мы всегда более полого рисуем. То есть у нас есть несколько зон на бровях. Зона основания, вот эта вот зона. Зона серединного плетения. Вот эта зона серединки. Зона хвостика, закрытие верха хвостика. И зона зачес. Вот эти зоны, я их сейчас отметила, они должны впадать в друг друга, переплетаясь. Но в этой зоне не должно быть резкого плетения, то есть резкого стыка не должно быть. Каждый волосок, он тянется друг за другом. И создается именно вот это вот плетение. Низ, тот, который все хотят вывести вот сюда наверх, вот так, сюда наверх, да. Я повторюсь, да, это ошибка. Низ вы всегда прорисовываете, он как бы должен быть протянутый. И первый волосок низа, он более пологий, и он такой вплетающийся. То есть не тяните наверх сюда.
Вы приподнимаете клиенту очень сильно веко, и взгляд будет удивленный от того, что вы в этой зоне сразу поведете его наверх. Красивее не станет, веко не будет более открытое. Наоборот, то есть вы очень сильно поднимете, и будет визуально, как будто клиент удивляется, но веко по-прежнему закрыто. Хвостик не может опускаться ниже. Это все архитектурные наши знания. Да? Хвостик не может опускаться ниже основания. Так как у нас сейчас коррекция, у меня вся структура бровей уже есть. То есть я не отрисовываю клиентам заново архитектуру, потому что в целом у нас сейчас вообще аллопеция, и здесь я делаю более художественный рисунок. Когда отрисовываете, никогда не опускайте хвост вниз. То есть тем самым, если вы вот сделаете вот такую историю, вниз его опустите, вы просто спустите хвостик вниз и опустите веко клиенту. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сейчас отрисую эскизирование, покажу, как должен выглядеть полностью подготовленный уже эскиз клиенту. Я всегда рекомендую рисовать красным карандашом. То есть в целом вы можете рисовать так, как вам это удобно. Но я за то, чтобы облегчать свою работу. Процедура достаточно и так тяжелая в плане технического исполнения. И вот эти вот все наработки и уже некие такие лайфхаки, да, по работе с волосковой техникой, их нужно просто применять. Отлично подходят для отрисовки красные карандаши. Они не дают вам слияния, когда вы начнете работать, прорисовывать волоски в коже, у вас не будет сливаться пигмент с цветом карандаша. Можете рисовать черным карандашом, но это немножко неудобно. Волосками можно очень много чего сделать. То есть можно открыть веко, можно создать эффект лифтинга. Особенно возрастным клиентам это дает очень крутой эффект. То есть чаще всего на волоски идут именно за тем, чтобы открыть и поднять веко. Открыть и поднять веко мы можем только исключительно правильным плетением и направлением волосков. Это очень важно. Первое правило, запомните, пожалуйста, вы никогда не поднимаете из хвостика сразу наверх. Они у вас идут вот как по лесенке, вы поднимаетесь. Чтобы подняться наверх, нужно пройти этапы лесенок. Здесь то же самое. Каждый волосок постепенно на одинаковом расстоянии поднимается. Первый волосок, второй волосок, третий, четвертый и так далее. Не может быть такого, что у нас один волосок основного каркасика идет, к примеру, да, вот так, а второй волосок на другом расстоянии идет вот так, да, а третий, допустим, вообще ближе. Всегда все должно быть чисто, начиная от рабочего места, заканчивая вашей работой. То есть в процессе не должно быть грязи. А работая с волосковой техникой, очень важна тонкость линий. Вот как вы наточили карандаш, такая линия у вас будет на коже. Если у вас не получаются тонкие линии, это не означает, что карандаш плохой, это означает, что вы его неверно наточили, неправильно сделали его острым, да, то есть он должен быть заостренный, прям остренький, чтобы оставалась тончайшая, тоненькая линия. Нельзя на карандаш давить, то есть вы его наточили и легко касаетесь кожи. У меня на эскизе видно даже переплетение карандашом, да. Я в целом, когда работаю с клиентами, приходя на коррекцию, я уже не отрисовываю эскиз. То есть в целом я просто их запушаю и добавляю волоски по запросу клиента. В работе я буду использовать нашу минеральную линейку. Это Милан и Амстердам. При работе с аллопецией я всегда использую минеральную линейку Ханафи. Также линейку из основного сета номер 3. Почему минеральная линейка? Здесь про экологичность для клиента. Я повторюсь, да, опять-таки мы не знаем, как у нас примет кожа, какой процент остатка будет. Минералы дают очень красивый итог по выходу. То есть это про экологичность для клиента, это про мягкий выход через время, это про прекрасное удаление, если нужно почистить цвет. Я очень вам рекомендую первый, второй номер. Это Лондон и Амстердам. Они дают русые оттенки и очень хорошие в укладке. Также при работе с аллопецией и с минералами я могу использовать органическую линейку для стабилизации цвета. Мой любимый оттенок номер 3 из основной линейки. Мы приступаем к работе. Чтобы проверить себя, у вас есть такая небольшая точка
на точке возвышенности, когда клиент поднимает брови, волоски все должны идти за ним. Вот в этой зоне идет мимика эмоций, и они все впадают в друг друга. Самый популярный вопрос мастеров, кто только начинает работать в перманентном макияже: а на какой скорости вы работаете? Скорость руки и скорость на блоке должна соответствовать. То есть, если у вас скорость руки быстрее, чем скорость на блоке, то есть блок стоит на минимальном вольтаже, а скорость вашей руки быстрая, вы будете просто рвать кожу. Иголочка не успевает попасть, да, в кожу, она только ее задевает, и вы уже ее вырываете. Не будет имплантации пигмента в кожу, будет появляться очень сильная краснота и рваная кожа. В конечном итоге будет очень сильное покраснение, не будет остатка пигмента в коже, работать вы не сможете. С другой стороны, когда вы медленно работаете, да, ставя скорость, которая соответствует работе, допустим, другого мастера, или вы не понимаете, как работать и какую скорость выставлять, вы медленно работаете, а скорость у вас на блоке высокая. Получается другая история. Так как вы работаете медленно, иголочка оставляет больше точек, и у вас получается скопление пигмента в коже, что будет в зажившем итоге, скорее всего, это будут засаженные брови, скорее всего, это будет неравномерный прокрас, да? Все должно быть стабильно. В работе я буду использовать картриджи Hanafi, конфигурация 30 RLMT. При работе с аллопецией я использую картриджи Hanafi. В работе я могу использовать до 4-5 игл. Чаще всего это единица, тройка и магнумы. Я люблю наши картриджи Hanafi за качество сборки, за большое количество конфигураций и возможность выбора при работе с клиентами. Ознакомиться с продукцией и приобрести вы сможете по ссылке в описании. Когда мы работаем в волосковой технике, мы должны понимать, что волосок, насыщенность волоска получается путем наложения, не путем проведения сплошной линии. Это очень важно. Я делаю первый проход. Вход у нас достаточно легкий. Натяжение на себя, наверх, в разные стороны. И поехали. И я веду волосочек. Волосочек я веду так же, как я делаю напыление бровей наложением. Просто уменьшаю свой шаг. Я знаю, в принципе, как у меня имплантируется пигмент в кожу, но я всегда себя проверяю. Первый волосок, мне нужно понять, как кожа реагирует, насколько она в работе будет, простая, либо немножечко сложная кожа. Только я не стираю вот так, да, полностью. Я делаю по-другому, я делаю вот такое движение, и внутри как бы протираю его, то есть я вижу, как у меня имплантируется пигмент. Легкий остаточек, легкое такое внедрение. Мне важно, чтобы была видимость волоска. Я понимаю, что я могу сейчас немножечко сделать нажим, чуть-чуть поплотнее работать. Чтобы спокойно работать в волосках, вам нужно отточить ваш эскиз. Научиться делать эскиз чистым. То есть по факту сейчас моя задача просто прорисовать волосочки, сделать первый проход по тому эскизу, который у меня сейчас есть, и уже на втором проходе дополнить недостающие. Каждый волосочек, когда вы работаете, вы его как бы тянете на себя. Ваша задача его сделать технически верным. Это первое. Второе. Его сделать правильным направлением. То есть он может быть не просто прямой, а он должен быть с верным наклоном. Почему я говорю, что очень важно делать чистый эскиз. В целом я сейчас заполняю далее каркасик бровей, полностью прохожусь и буду уже вам показывать, как выглядит первый проход. Очень важно при работе с аллопецией учитывать все нюансы кожи. При работе с аллопецией происходит немножечко другой процесс работы. По пигментам я всегда рекомендую работать либо минеральной линейкой, либо гибридами. Мы не работаем в чистом виде органикой. Кожа при аллопеции изменяется. То есть мы не можем предугадать тот результат, который у нас будет в итоге, тот процент остатка, который у клиента будет в итоге. В целом вся процедура по аллопеции делится на много этапов. То есть она немного отличается от
обычные процедуры. Меняется структура кожи, меняется свойство кожи, меняется работа в целом. Очень важно при первичной процедуре, когда к вам приходит клиент, проговорить все этапы. То есть клиент должен понимать, какие этапы его ожидают. Перед проведением процедуры обязательно отрисовка эскиза. Обязательно нужно показать клиенту, как его брови будут выглядеть. Здесь еще очень сильная психологическая сторона взаимодействия с клиентом. Перед процедурой я всегда запрашиваю фотографию тех бровей, которые были до, и то, что клиент хочет получить в итоге. Я очень рекомендую мастерам прорисовывать в Procreative либо в какой-то другой удобной программе именно эскизирование. Когда приходит непосредственно на процедуру клиент, первичный этап, первичная процедура — это та процедура, с которой мы знакомимся с кожей. В целом первичная процедура перманентного макияжа — это та процедура, на которой происходит знакомство. То есть второй этап — это коррекция. С аллопецией немножечко другая история. То есть она может у вас растянуться там на третью коррекцию, на четвертую, доработать. На первичной процедуре нам важно, какое заживление будет у клиента, как приживутся волоски, какая у него кожа, присутствует ли сосудистая сетка. Вот эти все нюансы очень важны. При аллопеции главная задача не просто прорисовать схему, а именно сделать художественную выкладку. То есть на коррекции мы добавляем больше пушковых волосков. Мы можем вытянуть волоски, сделать брови шире. Клиенту важно привыкнуть. Не гонитесь с первой процедуры сделать супер пушистые, супер объемные брови. Этого делать не нужно. Ей непривычно. Это очень важно. На коррекции вы дорабатываете, вы дотягиваете волоски, вы запушаете их, вы добавляете пушковые, можно добавить волоски, которые отбиваются от формы, тем самым они добавляют вот эту такую небрежность, да. То есть при аллопеции очень важно сделать художественный рисунок. Очень важно соблюдать мимику, асимметрию в лице, то есть сделать живой рисунок. При аллопеции очень важно сделать одну бровь отличительной от другой. То есть у нас с вами выбирается одно направление из учета мимики клиента. Мы это учитываем, но рисунок для его живости. То есть рисунок при аллопеции должен быть разный левой и правой брови, либо наоборот. У нас присутствует асимметрия, у нас присутствует мимика. То есть очень много нюансов, на которые нужно обращать внимание. Тут не работает история сделать просто схему, просто направить волоски, просто сделать какое-то эскизирование. Да? Здесь именно очень важен художественный подход. Поэтому я всегда говорю мастерам: рисуйте. Рисуйте, раскладывайте брови, фотографируйте живые брови. Смотрите вот эти вот все раскладки, разбирайте их прям по частям. Вот насмотренность для мастера при работе с аллопецией очень сильно важна. Очень важно с аллопецией выдерживать объем рисунка, объемность. Это то, что создает живость рисунка. То есть вот мы смотрим, да, на клиента, и кажется, что брови есть, они пушистые, мы подходим, а там просто рисунок. Нужно учиться работать с объемом. Это очень важно. То есть волоски не должны быть однотонные, они не должны быть одного цвета, они не должны смотреться плоско. То есть задача при аллопеции сделать именно художественный рисунок. По работе с кожей необходимо учитывать, чем вы работаете. Иглы. Это очень важно. При работе с аллопецией я могу использовать от 2 до 4 видов игл. То есть это зависит от структуры работы, от ее кожи, от того эффекта, который мы хотим достичь. То есть от того желаемого результата, к которому мы придем в итоге через время. Не сразу после процедуры, а именно после заживления, через год, то, с чем она будет ходить. То есть здесь используются такие конфигурации, как единички, магнумы, тройки.
30-ки, 25-ки, 35-ки. Чаще всего я не работаю 0,25. То есть это та иголочка, которая будет излишне травмировать. Очень важно брать в работу те иглы, которые имеют заточку МТ. Да, это очень важно, потому что все ЛТшные, все острые заточки, они будут давать небольшую такую травму кожи. Это тоже нужно учитывать. Очень важный момент – это увлажнение кожи. Структура кожи при аллопеции имеет очень высокую сухость. То есть при работе обязательно работать с вазелином, обязательно ее подпитывать, обязательно ее увлажнять. После процедуры я всегда клиентам даю вазелин, увлажняющий крем. Это то, что будет способствовать регенерации кожи и очень хорошему заживлению. Очень важное качество мастера при работе с аллопецией – это желание помочь. На первом месте должно быть огромное желание помочь человеку. Это очень важно, потому что иначе у вас не получится довести до результата. Всегда нужно учиться работать с аллопецией, никогда не останавливаться. То есть все-таки аллопеция очень сильно отличается от бровей, когда они присутствуют по структуре кожи, по рисунку, по психологическому, да, состоянию клиента. Поэтому учитесь, рисуйте, вырабатывайте насмотренность. Она должна у вас присутствовать в видении волосков. Это очень-очень важно. Мы закончили первый проход, зафиксировали наш эскиз. Сейчас я буду наносить вторичную анестезию. В работе я использую анестезию Ханафи. Наносить ее буду буквально на минуту-две под пленочку. Наношу на буквально пару минут под пленочку. Мы начинаем наш второй проход. Я убрала анестезию, выдерживала буквально 1-2 минуты. Что мы выполняем на втором нашем проходе? В целом, после первичного прохода у нас полностью сохраняется структура нашего каркаса, нашего эскиза. Проводится полностью вся фиксация. Что делается на втором проходе? На втором проходе мы оттеняем бровь, добавляем объем, вытягиваем волоски на основание и добавляем немного волосков на хвостик. Очень важно, когда вы работаете на втором проходе, не начинать прорисовку волоска с самого начала. Вы отступаете. Все то же самое. На втором проходе я еще добавляю плетение, добавляю по видимости волоски, которые создают такую путанность небольшую, да. Моя задача немножечко запутать эскиз и сделать волоски более натуральными. При проработке основания бровей важно выполнять правильное натяжение. Вообще в целом всегда натяжение должно быть верное. Когда я прорабатываю основание, я сижу сзади клиента. Удобно тянуть волосок на себя. Также вы будете, сидя сзади, хорошо видеть вашу выкладку, плавность волосков. Когда рисуете волосок, надо не торопиться, потихоньку вытягивая его на себя. Движения те же самые, как вы выполняете пудру. Мы почти закончили нашу процедуру. А в конце я всегда сажусь сзади клиента, смотрю по выкладке. Очень хорошо и удобно, когда вы сидите сзади, вы видите полностью раскладку веерную левой и правой брови. Очень хорошо растягиваем кожу в одинаковом направлении и прорисовываю волосок. Вы должны помнить, что основание должно зажить легче. Соответственно, степень наложения, оно должно быть минимальное. В конце я всегда дорабатываю волоски. Я высаживаю клиента и смотрю, каких волосков не хватает. То есть, если вы сейчас обратите внимание, у меня есть волоски, которые ярче, те волоски, которые светлее, и пушковые волоски, которые очень тоненькие и еле заметные. То есть, соответственно, это так у нас и заживет. Ну что, мы закончили нашу процедуру. Сейчас вы можете видеть итог нашей процедуры с расставленными акцентами. Середина бровки у нас заполненная. Волосочки очень-очень тонкие. Я добавила ей зачесанные волоски, которые будут давать именно такую легкость и будут открывать века. Вазелин компании Ханафи
прекрасен в работе. Я всегда рекомендую клиентам приобретать его. Он очень хорошо увлажняет кожу, питает, и в нем присутствуют витамины, что способствует очень классному заживлению кожи. При работе с аллопецией я всегда клиентам своим его даю, так как кожа имеет очень высокую сухость, и ее нужно всегда увлажнять. Надеюсь, данный урок вам был полезен. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и новые уроки.